Как лечить кашель у грудного ребенка? Однако те семьи, где новорожденный является первенцем, подходят к этому вопросу с особой ответственностью, и самодеятельность здесь неуместна. Ведь от этого целиком и полностью зависит здоровье ребенка. Женщины, у которых уже есть дети постарше, справляются с этой проблемой самостоятельно, опираясь на свой прошлый опыт. Многие молодые мамочки часто задаются вопросом, как лечить кашель у грудного ребенка. Симптомы заболевания: сначала необходимо выяснить причину появления кашля у малыша. На самом деле, его возникновение может оказаться симптомом различных заболеваний дыхательных путей, верхних и нижних, гриппа, бронхита или бронхиальной астмы, ангины, ОРЗ или ОРВИ. И это далеко не все болезни, последствием которых является кашель. Основные признаки: как известно, этот недуг проявляется в разных формах, либо сухой, либо влажный, сопровождающийся отделением мокроты. Необходимо обратить на этот момент особое внимание, ведь это является основным показателем тяжести заболевания. В том случае, если выделения имеют оттенок зеленоватого цвета или же кровянистые вкрапления, следует срочно прибегнуть к помощи врачей. Не нужно также забывать тот факт, что у малышей мокроты может вовсе не быть, так как до года бронхи ребенка еще плохо разработаны. Лечение: зачастую врачи назначают лечение в виде различных отхаркивающих средств, микстуры, сиропы. Многие рекомендуют делать малышам массаж. Это тоже является эффективным средством от кашля, так как влияет на отхождение мокроты, не образуя застоя в бронхах ребенка. Для этой же цели нужно пить жидкость в больших количествах. Массаж довольно прост и безопасен в исполнении. Грудная клетка и стопы малыша массируются легкими похлопываниями и постукиванием. При этом можно использовать растительные бальзамы для улучшения результата. При влажном кашле необходимо подложить ребенку под голову подушечку, это поможет облегчить дыхание и избежать попадания слизистых выделений в дыхательные пути. Так как с больным малышом не рекомендуется выходить на улицу, нужно чаще проветривать помещение. Народная медицина при кашле у детей. Существует огромное количество народных рецептов, которые помогают избавиться от кашля. Некоторые из них действительно являются эффективными. Самым распространенным из них является теплое молоко с медом или растопленным сливочным маслом. Считается, что эта смесь прекрасно помогает при воспалении горла. Но, как сами понимаете, при лечении кашля у грудничка данный рецепт не поможет из-за высокой аллергичности ингредиентов, входящих в состав. Многие мамы отдают предпочтение отварам багульника, мать и мачехи, листьев плюща. Но следует учитывать, что даже отвары трав должны быть назначены врачом, в строгой дозировке, иначе это может привести к серьезным последствиям. Безопасные рецепты от кашля для детей. Прежде чем использовать, обратитесь к врачу. Пусть врач осмотрит ребенка и с учетом возраста, даст рекомендации, какие лекарства от кашля принимать, либо даст добро на нижеперечисленные. Рецепты: сварить 1 картофелину, 1 головку лука, 1 яблоко в 1 литре воды на медленном огне до тех пор, пока количество воды не станет примерно вдвое меньше. Получившийся отвар теплым давать детям по 1 час. Ложки 3-4 раза в сутки. Свежий выжатый капустный сок с добавлением сахара 1 полезен как отхаркивающий при кашле. Хорошо действует также отвар капусты с добавлением меда в той же пропорции. Вскипятить 1 столовую ложку сосновых почек в 1 стакане воды и настаивать около 30 минут, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Эти 2 рецепта подойдут взрослым детям. Мед и оливковое масло: смешать в равных пропорциях натуральный мед и теплое оливковое масло. Давать детям по чайной ложке 4-5 раз в день. Средство эффективно даже при лечении коклюша. Варить 10 минут. На слабом огне 1 лимон целиком с кожурой. Остудить, очистить кожуру, выдавить сок. Добавить 2 столовые ложки глицерина, купить в аптеке, и мед 1 к полученной смеси. Тщательно перемешать, принимать по чайной ложке 2-3 раза в день, желательно за час до приема пищи. Микстура вкусная и безвредная, очень хорошо очищает легкие. Все эти рецепты помогут и взрослым, дозу увеличиваем в 3 раза. В заключение хотелось бы отметить, что лучше всего следовать рекомендациям врача-педиатра и не злоупотреблять рецептами народной медицины. Ведь от правильного лечения зависит здоровье малыша.
Поэтому вопрос, как лечить кашель у грудного ребенка, не стоит решать самостоятельно, а лучше обсудить с педиатром.